Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор, который я взяла из японского журнала. Не совсем журнала, в интернете я нашла. К сожалению, схема была к нему очень размыта. И составляла я схему, как я это видела по рисунку на модели. И на тех участках схемы, которые были хоть как-то читабельны. Схему я приложу чуть позже, ту, по которой я вязала. Единственный нюанс в схеме будет, я потом о нем расскажу и покажу, как я это выполняла. Моя программа не включает японские обозначения, поэтому сделала обозначение, как сумела. Сейчас давайте рассмотрим сам узор. Как я сказала, в исполнении он очень простой. Формируется узор только по лицевой стороне. Здесь используется ажурная сетка, убавление 2 петли вместе с наклоном вправо или влево и накид. В принципе, как видите, сложности здесь особо никакой нет. Вообще мне очень нравится такого плана узора, которые смотрятся достаточно дорого, очень много где можно их применять, но в исполнении очень-очень простые. Как многие японские узоры, он не очень эластичный, то есть форму сам узор держит неплохо. Вот так выглядит он при вязании снизу вверх. Если же вязать от горловины, это будет выглядеть вот так, несколько иначе. Его изнаночная сторона очень гладкая, ровная, четкая. Вообще узор в исполнении очень-очень ритмичный, поэтому легко и запоминается. Давайте попробуем провязать его вместе. Начну со схемы. Как видите, на данной схеме, в отличие от многих моих других схем, я не обозначала лицевую петлю вертикальной черточкой. Сделала я это для того, чтобы имела возможность ограничить именно узор ажурной сетки. То есть пустая клеточка в этой схеме – это лицевая петля. Все четные ряды в данном узоре вяжутся по рисунку. Раппорт данного узора составляет 30 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Для образца я набрала 33 петли, так как буду провязывать один раппорт узора. Вот он, один раппорт узора. 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее идет 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я петли меняю местами, чтобы у меня не получались петельки скрещенные. Далее идет накид, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля и далее 7 петель ажурной сетки. Как она выполняется? Я все 3 петельки переснимаю на правую спицу. Перед работой поднимаю первую петлю и перебрасываю ее через 2 оставшиеся петли. Вот таким образом получается вот эта перемычка. У меня на спице осталось 2 петли. Я их возвращаю на левую спицу и провязываю как лицевая, накид, лицевая. У нас было 3 петли и осталось 3 петли. Далее идет лицевая петля. И еще 1 перемычка. Делаю ее точно таким же образом. Возвращаю дальше петельки и провязываю как лицевая,
накид, лицевая. Далее идет изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом узоре нет скрещенных петель. Во многих японских узорах они есть, но в данном все петельки прямые. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Я провязала раппорт данного узора. Ряд заканчивается одной изнаночной петлей, это петля симметрии, и кромочная. Четные ряды я буду провязывать за кадром, они вяжутся просто по рисунку. Все накиды провязываются изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязываю вот таким образом. Далее 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид и 4 изнаночные петли. 3, 4. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля и вот 7 петель ажурной сетки. В ажурной сетке участвуют всегда 3 петли. В данном узоре, в данной сетке 3 петли. Мы в предыдущем ряду делали крайние 3 петли, и 1 центральная была у нас провязана просто лицевой. В этом ряду мы будем провязывать 3 центральные петли ажурной сетки. То есть я провязываю 2 первые петли просто лицевыми. Далее у меня идут 3 петли с перемычечкой. Вот это я сбрасываю петельку через 2 петли. И оставшиеся 2 провязываю как лицевая, накид, лицевая. И далее провязываю оставшиеся 2 петли просто лицевыми. У меня есть видео, где я показывала именно, как выполняется ажурный сетчатый узор с обвитием. Далее изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 1 изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Заканчиваю ряд петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочная петля. 5 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли. 1, 2. Накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли. 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная петля. И 7 петель сетки. Здесь у нас будут участвовать первые 3 и последние 3 петли. Я пересняла, перебросила петельку и оставшиеся 2 петли провязываю как лицевая, накид, лицевая. Следующая петля просто лицевой провязывается и еще 3 петельки ажурной сеткой. Лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 2 лицевые петли. И 2 петли вместе с наклоном влево.
Я закончила вязать раппорт узора. Заканчивается ряд, изнаночная петля симметрии и кромочная петля. 7 ряд. Он вяжется по тому же принципу. Кромочная петля, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет 3 лицевые петли, то есть вы не довязываете, вот у нас идет косичка лицевой глади, не довязываете одну петлю, та, которая была последним накидом. О чем я и говорю, что узор очень интуитивно понятен. 2, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все время в этом узоре 2 вместе смотрят на изнаночную петельку. Я просто вот такие моменты озвучиваю, чтобы вы не путались и постоянно не заглядывали в схему, если захотите провязать этот узор. Далее идет изнаночная, 7 петель сетки. Здесь будут участвовать у нас центральные петельки, то есть мы 2 первые провязываем просто лицевой, 3 центральные переснимаю на правую спицу, первую петельку перебрасываю через вторую и третью, возвращаю их на левую спицу и провязываю как лицевая, накид, лицевая. 2 оставшиеся петельки этого узора провязываю лицевой. Далее идет изнаночная петля, 2 вместе с наклоном вправо. Петельки нигде не должны быть скрещенные. 2 лицевые. И начинаю накид, лицевая, накид. Далее 3 лицевые, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, я закончила раппорт узора. Заканчивается поворотный ряд изнаночной петлей симметрии и кромочной петлей. 9 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. Ажурный сетчатый узор у нас участвовать будет в этом ряду первые и последние 3 петли. Я их переношу на правую спицу, первой петлей обвиваю вторую и третью петельку. Далее их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Далее просто лицевая петля и еще 3 петельки с обвитием. Поднимаю, перебрасываю и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, 2 вместе с наклоном влево. Закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчивается петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочная петля. 11 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. Сетчатый узор в этом ряду мы провязываем 2 петли лицевой. Далее центральные 3
мы делаем обвитие и провязываем оставшиеся 2 петельки как лицевая, накид, лицевая. 2 оставшиеся петли провязываем просто лицевой. Далее идет изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном влево. Закончила раппорт узора. Изнаночная петля симметрии и кромочная. Вот мы провязали с вами половину раппорта данного узора. Начиная с 13 ряда мы будем вязать по сути то же самое, просто смещенное, так как узор идет в шахматном порядке. Вот то, что мы провязали, это по сути все, что нужно запомнить. Во второй части раппорта есть некоторые нюансы, как начинать и как заканчивать ряд при поворотном вязании. При вязании по кругу эти нюансы отсутствуют. Итак, кромочная петля. Далее у нас идет одна петля сетчатого узора, но нам одной петли недостаточно, поэтому мы ее провяжем просто как лицевой. Следующие 3 петли у нас будут участвовать в сетчатом наборе, в сетчатом узоре. Перебрасываю, делаю обвитие и провязываю как лицевая, накид, лицевая. Далее идет изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. Вот таким образом я ее провязываю. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее идет накид, лицевая, накид. 2 вместе с наклоном влево. И изнаночная петля. Далее вяжем симметрично. 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном влево, изнаночная петля. Далее 3 петли сетчатого узора мы провязываем таким же образом, как и в предыдущем полураппорте. И изнаночная – это петля симметрии, кромочная петля. То есть начинаем и заканчиваем мы ряд не полным сетчатым узором, а только один, вот 3 петельки вот это, и все. Далее мы вяжем лицевыми. Точно так же будет в следующем лицевом ряду. 15 ряд, кромочная петля. Сетчатый узор у нас должна использоваться только вот эта петелька, но ее мало для полного раппорта узора, а эти 2 должны провязываться лицевой. Поэтому в этом ряду я все петельки в начале и в конце ряда буду провязывать лицевыми петлями. Если это раппорт, вот полотно, вот эта часть, которая начало и конец, они провязываются точно так, 7 петельками, как и в предыдущем полураппорте. Далее идет у нас изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, лицевая,
2 вместе с наклоном влево, изнаночная петля и вяжем симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая петля. Далее идет у нас накид, лицевая, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном влево, изнаночная петля и часть сетчатого узора мы провязываем в этом ряду просто лицевыми петлями. Это в начале и в конце ряда. Посерединке провязываем, как обычно, 7 петель сетчатого узора. 17 ряд. Кромочная. В этом ряду у нас участвуют 3 первые и 3 последние петли ажурного узора. Значит, мы провязываем только одну лицевую петельку, а вот 3 последние мы будем делать обвитие. Далее переношу на левую спицу и провязываю как лицевая, накид, лицевая. Далее все по тому же принципу. Изнаночная петля, 2 вместе с наклоном вправо к изнаночной петельке. Далее у нас идет 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля и 3 петельки ажурной сетки с обвитием. Можно перебрасывать третью петлю, но мне так менее удобно делать. Так, все, закончили. Петля симметрии и кромочная петля. 19 ряд. Кромочная петля. В этом ряду петли ажурной сетки не участвуют у нас в узоре в начале и в конце ряда. Все раппорты, которые посерединке, там будут 3 центральные петли участвовать в обвитии. 1, 2, 3, 4 лицевые. Далее изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид, лицевая, накид. 3 лицевые петли. 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная петля. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет 3 лицевые петли, 2, 3. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Далее вы вяжете ажурную сетку, в которой участвуют 3 центральные петли. Я же заканчиваю ряд, поэтому в этом ряду я ажурную сетку провязываю просто лицевыми петельками и заканчиваю ряд кромочной петлей. 21 ряд. Здесь участвуют в ажурной сетке первые 3 и последние 3 петли. Значит, и в начале ряда я тоже буду провязывать 1 раппорт ажурной сетки. Для этого кромочную петлю пересняла, 1 лицевая петля, далее 3 петельки я переснимаю. Давайте я покажу, как обвитие делается 3 петлей. Это будет удобно при круговом вязании по кругу. Нужно, чтобы петелька смотрела вот как изнаночная петля.
Первые две, неважно как смотрятся. Мы берем вот эту петельку третью и переснимаем. Вот таким образом. И провязываем точно так же лицевая, накид, лицевая. Далее идет у нас изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо, которые мы лицевой провязываем. 1 лицевая, накид, лицевая, накид. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. И вяжем симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 3, 4. Накид, лицевая, накид. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. И первые 3 петли в конце ряда мы провязываем фрагмент ажурной сетки с обвитием. Лицевая, накид, лицевая. Заканчиваю ряд 1 лицевой и кромочной петлей. 23-й, последний лицевой ряд раппорта данного узора. Кромочная. В этом ряду в начале и в конце сетку я не провязываю, только в середине полотна. Далее 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. И дальше симметрично провязываем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. И дальше пошла ажурная сетка в начале и конце ряда. Мы ее здесь провязываем просто лицевыми петельками. В середине полотна провязываем центральные 3 петли. Вот смотрите, что у нас получилось. Мы провязали один раппорт этого узора. Вот он в ширину и в высоту. Вот как это выглядит. В начале видео я забыла рассказать вам о пряже, из которой я вязала. Значит, вот этот большой образец я вязала здесь хлопок со льном. Спицы были у меня номер 3. Вот так это выглядит. Образец, который я провязывала вместе с вами. Здесь идет хлопок бамбук, ниточка потолще, и спицы я использовала 4. Ну, вообще, как и любой ажурный узор, чем тоньше пряжа, соответственно, тоньше спицы, тем он более изысканно будет выглядеть. Надеюсь, вам узор и мои объяснения понравились. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале.